Всем здравствуйте! Сегодня у нас в ремонте SURF середины 90-х. Из-за неправильного выбора резины автомобиль зимой лег на крышу. Наибольшие повреждения, соответственно, получила верхняя часть кузова, также переднее левое крыло и передняя левая дверь под замену. Хозяин сам разобрал салон, и вот автомобиль у нас в ремонте. Вытащили из салона все лишнее, поменяли дверь, повесили донорскую. Она чуть-чуть повреждена сверху, зазор не совсем правильный. Будем выставлять крышу, посмотрим, что будет происходить с зазорами. Сейчас будем поднимать крышу. Вы на канале Автокрафт, мы начинаем ремонт. Поработали гидравликой, более-менее выровняли практически все усилители, отрихтовали заднее левое крыло, поработали над зазором задней левой двери. Крыша приобрела более-менее нормальные формы, ровным стал зазор между дверьми по левой стороне, он такой же, как между дверью и крылом. Выровняли зазоры по капоту, они теперь как с левой стороны, так и с правой одинаковые. Так как с обеих сторон двери плотно прилегают к крыше, по нашему убеждению, стойки мы поставили правильно на кузове. Хоть клиент и привез донора, но стойки мы, скорее всего, резать не будем, а попробуем поменять только корыто.
Для удобства разрезаем корыто поперек. Снимаем заднюю часть, переднюю, удаляем усилители. А такого донора нам привезли. Не очень свежего, нормально так подмятого, ну правда без ржавчины. Но передняя часть крыши мята практически полностью. Ну, хозяин сказал, что другой крыши не было, значит будем работать с этой. Отделили корыто от донора, перевернули, кое-что надо будет подрихтовать, подчистить ржавчину, особенно в задней части. А дорихтовывать само полотно будем уже на кузове, когда обварим. Зачистив ржавчину, перекрываем кислотным грунтом. Триемовским грунтом проливаем по периметру все корыто в местах будущей сварки. Накинули на кузов корыто, в проемы дверные одеваем уплотняющие резинки, зажимами и саморезами с помощью гидравлики устанавливаем полотно в нужное нам положение. Мы всегда стараемся перед сваркой кузов собрать максимально, чтобы убедиться, что у нас все стоит правильно. Потому что после сварочных работ что-то исправить будет очень сложно. Закрепили на саморезы крышу, вставили стекла, подвесили их на скотч, чтобы проверить зазоры. По правой стороне все ровно, ровненький зазор между крышей и дверьми. Боковое стекло заднее стоит в своем проеме. Крышку не стали накидывать, уж очень она тяжелая. Но сзади зазоры были не изменены после аварии. И прихватки на кузове совпадают с дырками в доноре. Думаю, не стоит лишний раз надрываться. Левое заднее стекло также стоит ровно в своем проеме.
ровные зазоры по дверям, по верху между дверьми и крышей. Стекло стоит лобовое с одинаковыми зазорами по всему периметру. Будем вынимать стекла и обваривать кузов. Сейчас кузов стоит в некотором напряжении. Внутри стоит гидравлика, которая выдавливает третью стойку с левой стороны наружу. Но там нагрузки практически нет, поэтому мы не переживаем, что кузов после обварки может вернуться. Начинаем обваривать. Обваривать решили с задней части кузова. Варим не все прихватки подряд, а в разбежку через одну, через две, периодически возвращаясь назад. Сплошной шов также варим не с одного подхода, а возвращаемся к нему 2-3 раза. Чтобы не сжечь торпеду, накрываем ее брезентом. Также в дело пошел кусок от старой крыши. Полотно крыши вварено, все швы зачищены и прогрунтованы. Перед тем, как отрихтовать полотно, еще раз соберем, накинем все стекла и установим крышку багажника. Сняв лобовое стекло, переходим к рихтовке крыши. Автомобиль не молод, а тут еще и перевертыш, поэтому перед полным окрасом рихтовать пришлось каждый элемент. А на рихтовку донорской крыши ушло 2 дня. Так как во время рихтовки усилители кое-где отошли от полотна, промазываем герметиком. А это конечный результат наших работ. Весь ремонт вместе с полным окрасом и сборкой кузова занял 2 месяца. Напоминаю, от вашей активности зависит качество и частота выхода новых видео. Поэтому не забывайте что-нибудь нажимать под видео, пишите комментарии. Мы переходим к следующему автомобилю. До новых встреч!